Вчера президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он был очень зол и разъярен, когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского. И потом Трамп добавил, что эти комментарии идут не в том направлении. Если Россия и я, говорит, не сможем заключить сделку о прекращении кровопролития в Украине, то я, говорит, введу вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России. Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет, говорит, 25% тариф на всю нефть от 25 до 50 пунктов. Вот прям так и сказал. СМИ отмечают, что новые тарифы или пошлины могут быть введены, если в течение месяца не будет достигнута сделка о прекращении огня. Когда Трамп только выступил с этим предложением, первое время никто не знал, как это понимать. Что за вторичные пошлины такие? Даже профильные эксперты про них впервые слышали. И после пояснения Трампа яснее вообще не стало. Во-первых, как мы уже говорили, между Штатами и Россией почти нет двухсторонней торговли. В 2023 году США импортировали из России менее чем на 5 миллиардов долларов, а экспортировали в Россию менее чем на 600 миллионов. Для российской экономики это 12 капель корвалола на Атлантический океан, для американской и того меньше. Российской нефти в 2023 году США купили на 760 тысяч долларов. Черт знает, что это такое и как попало в статистику. Может, купили несколько цистерн для какой-то заморской территории. Но смысл один. США российскую нефть не покупает. Дело тут не в войне и не в санкциях. Дело в глобусе и в структуре экономик. США и Россия находятся слишком далеко друг от друга, чтобы торговля тем, чем они готовы торговать, имела экономический смысл. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в США», — сказал Трамп. Еще вчера были предположения. Имеется в виду, что вся продукция компаний, покупающих российскую нефть, попадет под тарифы. Так чтобы это отслеживать, нужны чиновники, причем в большом количестве, а Трамп совсем такого не любит. Сегодня вроде как прояснилось. На днях Трамп изобрел новый санкционный инструмент, который на прошлой неделе опробовал на Венесуэле. Он пригрозил ввести 25% пошлины против товаров из тех стран, которые будут покупать нефть у Венесуэлы. Венесуэльская нефть идет в основном в сами США, а еще в Индию, Испанию и Китай. Уже со 2 апреля госсекретарь Рубио сможет решать, вводить ли эти пошлины или нет, а потом сможет решать, кому отменить, а кому снизить. Эксперты говорят, что это, конечно, новая концепция экономической войны, но как она сработает, пока непонятно. Впервые видим, говорят, такую штуку. Ведь пошлина – экономический инструмент, который влияет на обе стороны. Тут думать надо и считать, чтобы не столкнуться однажды с тем, что отрубил себе самому поставки чего-то важного или вызвал в своей стране рост цен и инфляцию, потому что хотел наказать Венесуэлу. Но то Венесуэла. Теперь, если Трамп свои угрозы будет реализовывать, те же проблемы ждут страны, покупающие нефть в России. И тут опять главный контрагент Китай. Пекин, кстати, еще на прошлой неделе заявил протест. Хорош, мол, злоупотреблять незаконными односторонними санкциями. Но Трампу пока кажется, что пошлины – отличная идея, и их можно и для переговоров использовать, и деньги в бюджет собрать. Раньше мы сочли бы абсолютным безумием, что администрация США может вот так вот, не задумываясь, перекраивать торговые отношения, не считаясь даже с собственными потерями. Но мы имели удовольствие почитать переписку тех, с кем Трамп разговаривает каждый день. Его самой близкой референтной группой. И совсем не бессмысленной кажется гипотеза, что и сам Трамп, и его управленческая команда просто удручающе дремучи в вопросах мировой экономики. Мы находимся в интересном моменте, где до Дональда Трампа, пусть исподволь, но начинает доходить. Владимир Путин не собирается с ним ни о чем договариваться. Нет вообще никакой связи между комплиментами и реальными действиями. За 1,5 месяца активной дипломатической работы стороны не приблизились к искомому перемирию ни на дюйм. Вместо перемирия Трампу навязывают переговоры о каких-то соглашениях, которые ничего не меняют и которые даже в шутку никто не будет соблюдать. Типа договоренности о взаимном отказе от ударов по энергетике или о перемирии на море. Надо думать, главная проблема восприятия Дональдом Трампом ситуации в том, что ему очень сложно продать самому себе неприятную мысль. Его кидают. Более того, происходит это совершенно открыто и, как писали советские прокуроры, с особым цинизмом.
Судя по публичным заявлениям, Трамп себя ощущает как жертва мошенника. Наверняка вы слышали все эти жуткие истории, когда люди продолжали нести деньги в какую-то жульническую схему не потому, что в нее верили, а потому что не могли уложить в голове реальность, в которой их надурили как последних лохов. Трамп с начала избирательной кампании рассказывает, какие они с Путиным братаны, как тот Трампа уважает, как восхищается, как не посмеет разговаривать с Трампом в том же тоне, в котором разговаривал со старой и негодной администрацией Байдена. Признать сейчас реальность, в которой все это оказалось чепухой, признать, что Путин ведет переговоры не для того, чтобы договориться, ведь ему и даром никакой мир не нужен. Ему нужно, чтобы Трамп уши развесил и пошел европейцев на снятие санкций продавливать. Признать эту реальность – это то же самое, что расписаться в своей наивности. Признаться, что когда все говорили «ни единому слову Путина верить нельзя», они были правы, а ты нет. Слишком много публичного капитала инвестировано в дружбу с Путиным, чтобы сейчас можно было все свернуть, не выставив себя всепланетным простофилей. Судя по отзыву президента Финляндии о неформальной беседе с Трампом за игрой в гольф, тот не притворяется. Он действительно не может до конца поверить в то, что Путин вводит его вокруг пальца. Здесь сейчас прервемся на небольшую рекламу. Посмотрите, пожалуйста, и продолжим. Почти 200 VPN-сервисов были заблокированы к октябрю прошлого года. Тогда представитель Роскомнадзора как раз раскрыл статистику по этой теме. При этом спрос на VPN и число людей, которые им пользуются, растет. Это видно уже по статистике YouTube даже. В странах, где расположены VPN-серверы, за последний год трафик сильно вырос. Да, незаблокированных VPN-сервисов по-прежнему очень много. Но тех, которые защищены от блокировок и зарекомендовали себя как надежные и безопасные, таких немного. Одним из них является BlankVPN. Он уже 8-й год обеспечивает доступ в свободный интернет. Смотрите YouTube в разрешении 4К, пользуйтесь Инстаграмом, Фейсбуком, X, Твиттером, Discord и Viber, работайте с ChatGPT, Notion и Upwork, делитесь спортивными достижениями в Strava. BlankVPN имеет высокие рейтинги и тысячи довольных пользователей по всему миру. В отличие от бесплатных сервисов, у BlankVPN нет рекламы, он не собирает и не продает данные пользователей. Это строгая политика компании. BlankVPN также не ограничивает трафик и количество устройств, поэтому VPN можно поделиться с близкими. Сервис можно установить на телефон, компьютер, роутер, на смарт-ТВ или поставить удобное расширение для браузера, а дружелюбная команда поддержки поможет с любым техническим вопросом в любое время. А с промокодом CATS все новые пользователи сэкономят до 58% на подписку BlankVPN. Сервис можно попробовать в течение 30 дней с гарантией возврата, а оплатить можно и российской, и иностранной картой, и криптовалютой. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании и выбирайте сами, что вам смотреть и какими соцсетями пользоваться. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжаем. Идея с месячным дедлайном на прекращение огня, о котором говорил финский президент и потом повторил Трамп, на самом деле многое меняет в этой затянувшейся истории. С дедлайном история эта, по крайней мере, становится конечной и однозначной. Будет какой-то результат в такое-то время. До условной Пасхи, совпадающей с 3-месячным трамповским правлением, с войной что-то да случится. Перемирие либо будет, либо нет. Тут гораздо меньше пространства для обмана, чем было, когда Трамп принес Путину согласие Украины на безусловное перемирие. Тут нельзя сказать: не, вот безусловное перемирие это не то, что мы сейчас можем прям... Но мы можем кое-что получше. Месяцок поговорить об абсолютно пустом документе, который хрен его знает, когда подпишем, и все равно не будем ему следовать. Мы сначала договоримся не бить по энергетике, потом потратим кучу времени на переговоры о значении слов, что такое энергетика, где такая энергетика, что такое бить по ней и не бить, а потом все равно будем бить. И в этом, видимо, причина, почему Трамп настолько неуверенно говорит. Почему он говорит о тарифах, имея в виду, очевидно, вторичные санкции? Почему его слова надо потом долго разъяснять? После чего все равно не до конца все понятно. Потому что для него все происходящее совершенно искренне стало полной неожиданностью. Дональд Трамп почему-то очень верит в тарифы. Не только как способ разжиться копеечкой, но и как в универсальный инструмент давления на кого угодно. Чуть что не так, у Трампа одна реакция: да я введу вам тариф. Угроза ввести тарифы, которые на самом деле вторичные санкции, это просто попытка сказать Путину, что нельзя эту шарманку крутить бесконечно и без последствий, что американский президент не хочет чувствовать себя лохом педальным,
и что-то да будет делать. Видимо, дело в том, что никакого плана на случай, когда и если Путин начнет голову морочить и вести переговоры ради переговоров, просто не готовили. Видимо, снова нам нужно исходить из того, что Трамп совершенно искренне говорил, что, мол, сейчас с Володей побазарим и все разрулим. И иного исхода не предполагал. Очевидно, Трамп не планировал оказаться в ситуации, когда Путин над ним издевается. Все видят, что издевается, и вообще ничего нельзя выдать за победу. От Путина требовалось дать Трампу повод для гордости. 30-дневное перемирие. Хоть что-то. А Путин не дал вообще ничего. Что хуже, все видят, что Трамп ничего не получил. Весь вопрос теперь в том, чем увенчается затея Трампа наказать Путина. Ведь можно с большой уверенностью предположить, что никакого перемирия к 20 числам апреля не случится, а значит, придется конвертировать угрозы в действия. А речь все-таки идет об очень тяжелых санкциях. О том, что условному Китаю поставят ультиматум. Либо вы покупаете российскую нефть, либо импортируете в США свою продукцию. Это удар по главному источнику экспортной валюты, такой, какого еще никогда не было. Но такое проще сказать, чем сделать. С лояльным парламентом принять закон о применении вторичных санкций к российской нефти, в общем-то, можно. Тем более, что механизм уже имеется. Не то, что любой завод или транспортную компанию, да любой банк за проведение платежей по российской нефти можно отлучить от американского рынка. Вот только надо еще следить за исполнением этого закона. Такая масштабная бюрократическая работа будет дорого стоить, чисто административно. И еще дороже в смысле побочных издержек для самих Соединенных Штатов. Ведь целенаправленная охота за одним из главных нефтяных экспортеров на планете скажется на мировых ценах на нефть, на цене бензина в Америке. И не в нужную Трампу сторону, цены вырастут. Меры, предлагаемые Трампом, это не шашкой размахивать, не тарифы против Канады вводить. Чтобы это имело смысл, чтобы закон не остался только на бумаге, чтобы российская нефть, протекая по трубе, не превращалась в турецкую, нужно тратить много денег и прилагать много усилий. Способна ли администрация Трампа с их сомнительными управленческими компетенциями и желанием получить немедленный результат к настолько системной и сложной работе, это большой вопрос. Но хорошая новость в том, что, видимо, постепенно Дональд Трамп вынужден расставаться с иллюзиями. Президент США, у которого лапши на ушах от пожилого чекиста уже больше, чем волос на макушке, не просто зрелище не очень. Не наше дело, как это вообще выглядит. Пусть американцы сами со своими президентами разбираются. Но публично обманутый президент США никак не приближает нас к миру. Бесполезно сейчас оценивать угрозы Трампа Путину и возможность их реализации. Но мы точно знаем, что решение проблемы не может быть начато без признания этой проблемы. Нельзя бросить пить, если вы не считаете, что у вас проблема с алкоголем. Нельзя что-то сделать с тем, что вас обманывают у всех на глазах, не осознав, что вас обманывают. По крайней мере, сейчас есть надежда, что мы выйдем из того шизофренического, но чрезвычайно комфортного для Путина мира, где можно вести бесконечные переговоры, если не добиваясь от США никаких плюшек, то хотя бы не получая усиления военной помощи Украине и санкций. Само осознание Трампом, что избранный им путь тупиковый, это шаг в нужном направлении, который точно ближе к перспективе мира, чем бесконечное потакание путинскому вранью. До завтра.